Один раз в год в Португалии под конец гоночного сезона проходит культовый ралли-марафон 24 часа Вила де Фронтейра. Ради него-то мы и прилетели сегодня в Лиссабон. Погода нас встречает пасмурная, но мы надеемся, солнце еще выйдет. А пока выдвигаемся в сторону небольшого городка Фронтейра, в окрестностях которого и проходит гонка. Впереди 200 километров дороги, есть время полюбоваться пейзажами и обсудить, что же нас ждет. По сути, это ралли-рейдовая баха в формате марафона. Проходит она по сельской грунтовой дороге в холмистой местности со множеством бродов. Длина одного круга около 16 километров. И так в течение суток. По прибытии сразу попадаем на административные проверки. Проходят они по довольно строгому графику, так как участников очень много. В гонку заявлено около 80 экипажей, в каждом в среднем по 4 водителя, итого только пилотов более 300. Короче, народу много. Процедура вполне стандартная для любой гонки. Показываем одни документы, заполняем другие, получаем третьи. Из необычных особенностей можно отметить только уникальные браслеты со штрих-кодом, которые организаторы сканируют при каждом выезде участников на трассу. А пока есть время немного рассказать о машине. Это подготовленный для ралли-рейдов Suzuki Jimny. По безопасности все стандартно. Каркас, сиденья, ремни, огнетушители. Есть переделки по подвеске, установлены большие амортизаторы Öhlins. Мотор атмосферный совсем небольшой, зато машина легкая. Установлен дополнительный свет и перенесен впуск для преодоления бродов. Техинспекция проходит без проблем. Остаток дня обсуждаем стратегию на завтра и расходимся спать. Впереди квалификация. Но перед квалификацией на стартовую позицию нас ждет практика, где мы знакомимся с трассой. На практике поедем по двое в машине, чтобы второй мог начинать запоминать трассу, а в гонке и в квалификации уже по одному. В принципе, разрешено ехать со штурманом, но мы решили, что за столько часов запомнить 16 километров трассы вполне реальная задача. Все классы едут одновременно, начиная от самых медленных вроде нашего до топовых багги, построенных специально для этой гонки. Так что нам важно не только ехать, но и уворачиваться от низко пролетающих болидов. По результатам практики мы показываем первое время в классе, но на квалификации соперники прибавляют, и мы оказываемся вторыми в классе, что все равно очень неплохо. Однако в одном из заездов камень, вылетевший из-под колес другой машины, разбивает нам лобовое стекло. Из-за этого на трассу нас выпускать больше не хотят, и нам приходится уйти на замену лобового. Так что, к сожалению, нам не удается воспользоваться всем временем квалификации полностью. Однако результат вполне оптимистичный. С нетерпением ждем старта гонки завтра. Зрители на гонку прибывают уже несколько дней, но только теперь начинаешь замечать, насколько их много. По заверениям организаторов, в живую гонку смотрят более 70 тысяч человек. В это сложно поверить, пока своими глазами не увидишь целые палаточные города зрителей. А участники тем временем заканчивают финальные приготовления. Механики крутят последние гайки, пилоты нервничают. Подходит время выдвигаться на стартовое построение. Но общий старт, к сожалению, проходит без нас. Сразу перед выездом на трассу возникают проблемы с электрикой. Пока мы возвращали машину в боксы и устраняли неполадки, прошло какое-то время, и мы упустили наше окно выезда на стартовую решетку и вынуждены были стартовать из паддока в самом конце канала, потеряв таким образом позиции, набранные в квалификации. В масштабе 24 часов это не очень большая потеря. Будем стараться отыгрывать.
течение первых 5-6 часов удается держать неплохой темп и возвращать понемногу позиции. Несмотря на неизбежные небольшие проблемы и ошибки, все настроены очень позитивно. В паддоке тем временем жизнь не останавливается. Участники нескончаемым потоком заезжают и выезжают, кто для смены пилота, кто для дозаправки, кто для ремонта. Мы также регулярно меняемся, но иногда приходится и чиниться, к сожалению. Дорога уже очень сильно разбита, и узлы автомобиля очень долго работают на пределе. Но ничего не поделаешь, все в одинаковых условиях. Многочисленные зрительские зоны превращаются в огромные города, где жизнь кипит все 24 часа гонки. Организаторы делают все, чтобы веселье не прекращалось. Музыка, развлечения, еда и напитки на любой вкус. Несмотря на наступление ночи, жизнь вокруг не останавливается. И тут нам звонят и сообщают, что машина только что вернулась в боксы на эвакуаторе. Спешим обратно, чтобы узнать подробности. А подробности неутешительные. Застучал мотор, проворот шатунного вкладыша и последующее разрушение поршневой группы. Машина дальше не поедет. Заменить двигатель мы не можем, так что это может означать только одно – окончательный сход. Причины будем еще выяснять, но, к сожалению, такое случается. А гонка тем временем продолжается. Многие экипажи выбыли, а те, кто остались, сильно измотаны. И люди, и техника. Уже не 1 час борьба идет за финиш, а не за скорость. Похоже, что на следующий год все-таки придется вернуться и финишировать. Но для начала.